Крионы. Чудовища Антарктиды. Если на самом деле, мы считаем, что во Вселенной должна существовать непременно биологическая жизнь, очень похожая на нашу. Однако даже на Земле можно найти монстров, которые приспособились к иной обстановке, например, благодаря суровым температурам Антарктиды. И такие животные чувствуют себя среди лютых морозов весьма вольготно, поскольку имеют совершенно иную, небиологическую природу происхождения. Этих жутких тварей Антарктиды журналисты окрестили чудовищами Гарвитса, поскольку именно этот исследователь самого холодного материка нашей планеты впервые столкнулся с ними в 1960 году, а потом ему же довелось видеть их еще раз. Впрочем, у этих хищных тварей ледяной стужи есть еще одно название – крионы. В 1960 году Айзек Гарвитс попал в состав группы исследователей, которая в самый теплый месяц для Антарктиды, было всего минус 40 градусов по Цельсию, отправилась со станции Амундсен к Южному полюсу Земли, располагающемуся приблизительно в 50 километрах от советской научной станции «Восток». Ученые продвигались медленно, делая многочисленные остановки, поскольку производили все возможные измерения. И вот перед стартом с очередной стоянки группа не досчиталась магнитолога Стоппарда, который постоянно отдалялся от экспедиции в целях сбора достоверных данных, потому что этому мешали работающие вездеходы. Следы магнитолога привели к трещине, в которую он провалился. В глубине ее на естественном ледяном карнизе темнелась его фигура. За телом товарища спустился Айзек. По мере того, как продолжался спуск в ледяную трещину, становилось все холоднее. На глубине порядка 140 метров он достиг ледяного карниза, на который упал магнитолог. Но тела там уже не было, только некоторые следы от него. Кто или что могло утащить труп человека в этой стуже? Температура здесь была порядка минус 70 градусов по Цельсию, да и свет сюда проникал уже довольно плохо. Осмотрев карниз более внимательно, Айзек обнаружил не только замерзшую кровь и меховую перчатку Стоппарда, но также странные следы, очень похожие на крысиные, однако настолько огромные, что такая крыса должна быть размером с волка, а то и больше. Посветив фонарем вниз, Гарвитс на мгновение уловил два светящиеся глаза монстра, в пасти которого ученый заметил тело несчастного магнитолога. Чудовище метнулось в сторону от луча фонаря и скрылось с глаз. Больше Айзек никого не видел. Как ни светил и как ни старался что-то усмотреть еще, спускаться ниже у него просто не было нужного снаряжения. Чуть позднее снаряжение сбросили с самолета, и исследователи сумели спуститься в ледяную трещину уже на 550 метров, тщательно обследовав ее, но тело магнитолога так и не обнаружили. Кстати, сам Гарвитс никому не сказал о своей встрече с монстром этого ледяного мира, поскольку испугался, что его могут просто списать из экспедиции по болезни, мол, страдает галлюцинациями. Получается, что в глубинах Антарктиды живут полярные крионы, Cranis polaris. Это существа аммиачно-углекислого типа, для которых оптимальной температурой является минус 70-100 градусов по Цельсию. Вот почему они сконцентрировались вокруг Южного полюса, где самые низкие температуры. А когда наступает солнечная, более теплая пора, то, скорее всего, просто впадает в спячку, прячась глубоко под льдами. Лучшее время для них – полярная ночь. Тепло для них губительно, поэтому они избегают поселений, однако не прочь поживиться и за счет человека. Однако, беседуя с другими исследователями Антарктиды, например, с советскими полярниками станции «Восток», узнал, что он не единственный человек, кто видел этих монстров. Так, россияне отпугивают этих тварей ракетницами, снаряжая их термитными патронами. Правда, такие заряды весьма опасны для строений. Именно от них случился пожар на востоке 12 апреля 1982 года, когда один из полярников, стреляя по крионам, случайно попал в одно из строений станции. Правда, тогда все это списали на другие причины возгорания, поскольку, скажи полярники всю правду о крионах и как они от них защищаются, ученых просто бы списали на материк попали.